Всем привет! В этом видео шьем с вами подушку на руку для кормления. Очень удобная подушечка, малышу при кормлении более комфортно, так же как и маме. Нет касания кожи и соответственно голова и рука не потеют. И особенно такая подушка пригодится, когда малыш уснул у вас на руках, и его нужно аккуратно и незаметно положить в кроватку, чтобы не потревожить его сон. Давайте скорее начнем шить такую подушку. Для такой подушки подойдет хлопок стопроцентный. Я взяла ранфорс такой красивой расцветки. Вы можете взять и плюш, тоже подойдет. Будет мягкая подушечка. Ткань у меня турецкого производства. Ссылку на магазин я оставлю в описании под этим видео. Перед пошивом ткань обязательно нужно обработать утюгом с паром. Выкраиваем два отреза ткани 52 на 28 сантиметров. Эти размеры уже с припусками на швы. Я шила в нескольких размерах такую подушку и выявила самый оптимальный размер 52 на 28 сантиметров. Утеплитель. У меня здесь утеплитель плотностью 200 грамм. Вы можете взять даже побольше, потому что у меня получилась подушечка тоненькая. Или еще как вариант можно сюда наполнить шариковым холофайбером подушечку. Она будет как такая пышная и более мягкая, прям как подушка получится. То есть не менее 200 грамм нужно взять утеплитель. Накалываем одну деталь на утеплитель. И по всему контуру простегиваем самый край. Срезать утеплитель нужно немножечко больше, потому что ткань она припосаживается, когда мы прошиваем на машинке, а лишнее потом подрежется. Вот так у меня получается. Лишний утеплитель я срезаю близко-близко к краю. Затем вторую деталь я накладываю на первую деталь и совмещаю иголочками по верхней части длинной и по низу. Затем нужно проложить строчку на машинке на ширину припуска 1 сантиметр. Затем подушку выворачиваем на лицевую сторону, и ее нужно хорошо поутюжить. Собираем подушку в кольцо, совмещаем швы вот таким образом и скалываем иголками, оставляя при этом небольшое отверстие для выворачивания.
Затем вот так вот мы расправляем подушку, и остается небольшое отверстие. Это отверстие я потом зашью вручную потайными стежками. И подушкой можно пользоваться на обе стороны. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Если у вас здесь ворсовая ткань, например, вы взяли плюш, либо флис, то вы можете зашить это отверстие на машинке в самый край, и совсем не будет видно этой строчки. Я сшила такие подушки своим детям еще в далеком 2015 году. Я пользовалась такой подушкой. Она очень пригодится, особенно молодым мамочкам. Если вы не шили такую подушку, обязательно попробуйте сшить, и результат вас порадует. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.